Приветствую вас на своем канале Кэтрин Color Art. Меня зовут Катерина. Давайте сегодня с вами нарисуем черного котика в минималистичной технике всего одной краской, черной акварелью. Этот рисунок будет очень простым в исполнении, и поэтому с ним может справиться любой начинающий художник. Для начала хорошенько смочим лист и приклеим его к планшету, чтобы не было пузырей и неровностей. Начнем рисовать котика с головы. Берем на кисть слабую концентрацию черной акварели и рисуем мордочку кота, повернутую в обратную от зрителя сторону. Сильно прорисовывать не обязательно, поскольку эта техника напоминает стиль сумиэ, в которой важнее образы и настроение, чем тщательное прорисовывание деталей картины. Изображение кота по-мокрому создает впечатление пушистости и пышности его шубки. Постепенно берем более концентрированную акварель. Для этого просто уменьшаем количество воды и увеличиваем количество пигмента. Плавно переходим к изображению шеи и плеч животного. Наверное, единственная сложность в этой работе – это умение контролировать количество воды в кисти. Постепенная градация от светлого к темному создает иллюзию объема. Затемняем ушки черной акварелью. Второе ушко будет прозрачным и едва заметным, словно оно уходит в дымку пространства акварельной бумаги. Слабым нажимом кончика кисточки слегка намечаем контур уха. Если вдруг краска расплылась неконтролируемым пятнышком, можно убрать его сухой чистой кистью. Желательно осознавать, где заканчивается одна часть тела животного и начинается другая. Например, при переходе от плеч кошечки можно сделать небольшой зазор между двумя пятнами черной краски, создавая объемный силуэт. Жопонька кошки будет темнее, чем ее другие части тела. У основания позвоночника будет располагаться пушистый и длинный хвост. Берем концентрированную краску и проводим линию. Можно затемнить определенный участок хвоста, оставляя более светлым другой, как это сделала я. По мере надобности затемняем некоторые участки картины. Делать это нужно, пока бумага еще мокрая. Где краска сильно расплывается, я убираю ее сухой чистой кисточкой. Все-таки мне хочется сохранить очертания силуэта кошки, поэтому я делаю именно так.
Добавляю некоторые нюансы. Мне захотелось сделать хвост пышнее. Чтобы сделать кончиком кисти, я высветляю участок между хвостом и задней части тела кошки. Чтобы сделать композицию законченной, следует добавить еще какой-то объект в нашу картину, чтобы именно к этой точке было привлечено внимание нашего кота. У меня это красный шарик, но вы можете нарисовать клубок, птичку, мышку, все, что хотите. Так как бумага еще сырая, старайтесь не брать слишком много воды на кисть. У меня по этой причине немножко растекается мячик. Но ничего страшного, чистой сухой кистью всегда можно подкорректировать это. Под мячиком напишем тень. Нечеткие контуры можно будет подправить в будущем по сухому. Сделаем нашего котика еще более живым. Я беру слабую концентрацию краски на кисть линер и легкими движениями намечаю усики и бровки. Можно даже нарисовать шерсть. Несмотря на то, что эта работа не сильно детализирована, все равно она передает настроение сосредоточенности и небольшого напряжения, состояние игры. Для большей выразительности я прорисовываю шерсть, но не везде, а только в некоторых местах. Корректируем мячик, убираем местами краску с помощью чистой сухой кисти, а также промакивая салфеткой, если это нужно.
А вот и замер наш котик в состоянии игривого любопытства. Другие мои интересные акварельные уроки вы можете посмотреть по ссылке в описании под этим видео, а также в правом верхнем углу экрана. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!